Смотрите, это не космическая галактика и не сцена из фантастического боевика. Это обычная капля воды из цветочного горшка. А все, что движется, это армия живых существ. И прямо сейчас мы устроим им апокалипсис одной каплей эфирного масла. Погнали под микроскоп. Всем привет, с вами Виктор и вы на канале Под микроскопом. Сегодня у нас не просто наблюдение, а самый настоящий эксперимент со стрельбой и спецэффектами. Почти. Мы проверим, что произойдет с целым микромиром, если добавить в него одну каплю эфирного масла чайного дерева. Прежде чем начать, обязательное предупреждение. Я не врач, и это не медицинское исследование. Я просто показываю, как разные вещества ведут себя под микроскопом в контакте с микроскопической живностью. Не занимайтесь самолечением на основе таких видео. Все это для любопытства и нашего кругозора. Ну что, готовы посмотреть на маленькую войну? Тогда поехали. Знакомьтесь с нашими героями перед боем. Взгляните на эту темную кишащую массу. Это не грязь, это миллионы бактерий. Целая вселенная в одной капле. Я ускорил видео, чтобы вы увидели, как они активно двигаются, как будто у них там своя суетливая жизнь. А теперь переключу на темное поле. Смотрите, они превращаются в скопление звезд. Прямо микрокосмос какой-то, невероятно красиво. А вот и тяжелая артиллерия, нематоды или попросту микроскопические черви. Смотрите, какие они разные. Вот этот просто Голиаф под микроскопом, а рядом с ним крошечная лилипутка. Разница в размерах раз в 100, не меньше. Для них эта капля просто супермаркет. Все для нематод. Они тут плавают в изобилии бактерий и пируют. И, конечно, наши звездочки-инфузории. Их не миллионы, но очень много. И сейчас я вам покажу то, что многие вживую не видели. Сам процесс, как инфузория превращается в цисту, в защитную капсулу. Это как впасть в спячку в непробиваемом бункере. Смотрите, вот одна уже округлилась, избавилась от лишнего. Она сбросила реснички для движения, выделила прочную оболочку и превратилась в шарик. Жизнь внутри замедлилась или остановилась до лучших времен. Представьте, если бы люди так умели. Свернулся в шарик и переждал кризис. Гениально же! Вот это вот сейчас начнет кружиться. И вуаля! Готов крепкий домик. Удивительная природа. Всего у нас в таких бункерах спряталось 8 инфузорий. Интересно, переживут ли они нашу атаку? Итак, армия собрана. Вводим главного злодея. Одну каплю эфирного масла чайного дерева. Начинается. Первыми под удар попадают бактерии и нематоды. Смотрите, нематодов в панике. Миллионная армия бактерий вокруг нее просто в шоке. Они замирают и гибнут. Нематода пытается сбежать, уплывает, но везде масло. Разворачивается обратно, тут хоть с погибшими бактериями, но роднее. Еще попытка. И все. Она погибает в этом скоплении. Вроде бы тишина, никого нет в живых. Даже наши инфузории в цистах не шевелятся, скорее всего, тоже пали. Но стоп, вы видите это движение? Вот они, бактерии-выживальщики. Думаете, это случайность? А вот еще. И вот, они такие шустрые, активные. Все вокруг мертво, а они живут. Так, стоп, что это за суперсолдаты такие? Я полез немного разузнать. Образец-то у меня из земли от цветов. И, возможно, у меня под объективом 2 самые живучие бактерии из почвы. Первая кандидатка – это синегнойная палочка. Она очень быстрая и юркая. Опасна тем, что если попадет, например, в ранку, может вызвать серьезное воспаление, которое даже антибиотики не сразу берут. Вторая – это сенная палочка. Это мастер выживания. Она умеет превращаться в прочную спору. Это таки микроскопический танк, которому все нипочем. Некоторые ее виды, если попадут с грязных рук в еду, могут вызвать сильнейшее отравление. Проще говоря, в обычной земле живут не просто букашки. Тут есть бактерии, которые в теории могут навредить человеку. Поэтому главный бытовой вывод номер 1 – это после работы с землей в саду или огороде мойте руки тщательно и с мылом. Микроскоп вам это наглядно только что показал. Смотрите, куда я не направляю объектив, везде эти выжившие. Вот погибла огромная нематода. Вокруг высохшее масло. А бактерии? Вот они, скачут.
Вот здесь я даже подумал, что червь ожил. А нет, это просто вода его толкает. Иллюзия. А бактерии не иллюзия. Они реально живут. А теперь главный босс этого микромира. Это мегагигант. Рядом с ними бактерии как пыль и инфузории мелькают как букашки. Он создает целые волны одним движением. Давайте его угостим. Смотрите, свернулся калачиком, дернулся и готово. Масло справилось за 30 секунд. Но вы уже догадались? Да, даже в самом эпицентре, рядом с телом гиганта, эти маленькие живчики бактерий все еще плавают. Так что же мы увидели? Эфирное масло чайного дерева – это мощное оружие против нематод и большинства бактерий. Оно убивает быстро и эффективно, но не всех. Некоторые виды бактерий обладают феноменальной живучестью и устойчивостью. Они могут пережить такую атаку. Это наглядно показывает, почему в медицине так сложно бороться с некоторыми инфекциями и почему так важна правильная дезинфекция, а не просто помазать маслом. Ну что, эксперимент удался, микровселенная после нашего вмешательства изменилась навсегда. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. А теперь ваша очередь действовать. Лайк, если хотите больше таких наглядных битв. Комментарии напишите, на каком или на чем мне устроить апокалипсис. Может, спирт или перекись или какой-нибудь отвар трав. И, конечно, подписка, чтобы не пропустить, когда мы снова включим микроскоп и устроим маленькую революцию в капле воды. С вами был Виктор и канал Под микроскопом. Помните, мир куда сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. До новых встреч в микромире. Пока-пока. Я заболел, малеха. Ну, видосик надо делать. Да, с таким голосом, конечно. Гениально же.